Вчера на судебном заседании в Вирджинии давали показания сестра Джонни Деппа Кристи Дембровски. Она продолжила отвечать на вопросы адвокатов Хёрд, друг Джонни с юности Айзек Барух и управляющий зданием «Восточная Колумбия» Брэндон Петерсон. Несомненно, героем вчерашнего дня стал Айзек Барух, этот харизматичный, веселый и уверенный человек, которому нечего скрывать, потому что он говорит правду, и который уверен, что Эмбер Хёрд все выдумала в обвинениях мистера Джонни Деппа. Подписывайтесь на канал, потому что видео выходят без рекламы, и преследуя цель набрать 50 тысяч подписчиков, вы здорово отблагодарите автора канала «Файлы Джонни Деппа». Только на этом канале видео с подробным отчетом о прошедшем дне суда Джонни Деппа против Эмбер Хёрд, которые выходят каждый день. Привет, друзья! Вы смотрите «Файлы Джонни Деппа». Вчера, 13 апреля, Кристи Дембровски, старшая сестра Джей Ди, была подвергнута перекрестному допросу адвокатом Эмбер Хёрд Беном Ротенборном. Это было довольно обыденное дело, постоянно прерываемое командой Джей Ди. Как вы можете себе представить, Кристи крайне неохотно признавала какую-либо ошибку в поведении Джонни, главным образом употребление наркотиков и опоздания, даже когда были представлены доказательства обратного. Но я был бы удивлен, если бы присяжные могли вспомнить что-нибудь из ее показаний, потому что следующим человеком, который вышел на трибуну, был Айзек Барух. Господин Барух был харизматичным свидетелем во время судебного процесса в Великобритании. Его акцент, манеры и теплота почти прорвались через экран, когда он присутствовал на суде в Лондоне из Лос-Анджелеса. Вчера он предстал перед судом лично и не подвел. Его идеально смягченный бруклинский акцент, легкий юмор и пуленепробиваемое обаяние заполонили зал суда Вирджинии. В отличие от 2020 года, когда только 60 или около того человек увидели его показания, на этот раз его личность излучалась за пределы суда через прямую трансляцию. Я предлагаю вам просмотреть весь допрос свидетелей, особенно выступление Айзека Баруха. Друг Джонни Деппа с самой юности Айзек Барух рассказал суду, что он никогда не видел Эмбер Хёрд с синяками, отеками или макияжем примерно в то время, когда она утверждала, что подвергалась насилию. Адвокат Хёрд Бенджамин Ротенборн возобновил перекрестный допрос старшей сестры Деппа Кристи Дембровски и сосредоточил внимание на обмене текстовыми сообщениями между Хёрд и Дембровски в феврале 2014 года. Перекрестный допрос госпожи Дембровски завершается показом присяжным еще одних текстовых сообщений между ней и Хёрд, в которых говорится, что ее брат в запое, и она спрашивает, где дети. 2 дня спустя госпожа Дембровски написала Деппу: «Прекрати пить, брось таблетки, брось наркотики». Она также подтвердила, что в 2014-м переписывалась по электронной почте с врачом, который лечил зависимость Деппа от обезболивающих. «Вы считаете, что вашему брату нужна была помощь с наркотиками и алкоголем?» – спросил Ротенборн. Дембровски ответила, что ее беспокоит использование Деппом одного лекарства, но она не верит, что у него были проблемы с наркотиками или алкоголем в целом, или что он романтизировал культуру наркотиков. Этим Кристи закончила вчера свое выступление. 12 апреля сестра Джонни Деппа сказала, что Эмбер Хёрд называла его старым и толстым, и что семья актера была опустошена его женитьбой на ней. Она рассказала суду, что хотя она видела, как госпожа Хёрд «хорошо» в кавычках относилась к своему брату, она также видела, как она вела себя нехорошо, и рассказала подробности одной из таких стычек. «Это действительно осталось со мной. Однажды я была в офисе, и у меня была встреча с Диор, который хотел сесть с Джонни и поговорить о совместной работе. Вошла Эмбер и спросила, не перебивает ли она. Мы сказали нет. Джонни сказал Эмбер, что у меня только что была встреча с Диором, и они интересовались мной. Ее реакция на это было недоверие и отвращение, и она сказала: «Диор? Зачем Диору иметь с вами дело? Они посвящены классу и стилю, а у вас нет стиля». Это было оскорбительно по отношению к нам и Джонни. Я видела оскорбления на самом деле несколько раз. Она назвала его старым толстяком. Думаю, он слышал, как она его так назвала. Вернемся к Айзеку. Он объясняет, что вырос с Деппом, когда они были подростками во Флориде, прежде чем начинающий актер переехал в Калифорнию, а мистер Барух переехал в Нью-Йорк. Позже он также переехал в Калифорнию, где в конце концов воссоединился с Деппом в середине 80-х. У них были общие друзья, и они играли в группах. К 1993 году Барух стал сотрудником Деппа в ночном клубе The Viper Room в Лос-Анджелесе. Он проработал там некоторое время, прежде чем уехать. Затем он вернулся в Лос-Анджелес в 2002 году и вернулся к работе в клубе, одновременно обучаясь искусству. Затем Депп заинтересовался искусством, которое
которое он создавал, и предложил стать его покровителем. В марте 2013-го Депп перевел Баруха в здание Eastern Columbia Building, лофт в центре Лос-Анджелеса, где у актера было 5 пентхаусов. Среди других жителей верхнего этажа были Депп и Хёрд, ее сестра Уитни и другие друзья Хёрд, которые жили там бесплатно за счет Джонни Деппа. Во время дачи показаний друг Деппа Айзек Барух сказал, что он видел Хёрд несколько раз после предполагаемого инцидента, в котором Депп, как говорит Хёрд, бросил в нее телефон 21 мая 2016 года, но он не видел никаких следов на ее лице и что он был шокирован, увидев в интернете фотографию Хёрд с синяком на лице, ее щеку, когда он узнал, что Хёрд подала на развод. Айзек подумал, что, черт возьми, это такое. Ведь по свидетельствам Айзека он не видел ничего на лице Хёрд после якобы инцидента с телефоном. Мало того, Хёрд пожаловалась ему на произошедшее, даже крутилась перед Барухом. Было очень светло, но мужчина абсолютно ничего не увидел на лице Эмбер. Он даже поцеловал ее. Я пошел, и я сказал, что я должен идти. И я обнял ее и поцеловал в эту сторону лица. Поцеловал ее в эту сторону лица, а затем ушел, попрощавшись. Свидетельские показания господина Баруха продолжаются, и он вспоминает майскую ночь 2016 года, когда они вернулись на этаж пентхауса с другом и обнаружили разбитое стекло и вино, разбрызганное по стене и разлитое на пол. Друг Хёрд, Джош Дрю, открывает дверь и говорит, что это была тяжелая ночь. На следующее утро Айзек видит Хёрд, Дрю и человека в черном. На вопрос, что происходит, Хёрд отвечает: «Джонни приходил прошлой ночью и стал агрессивным, поэтому я меняю замки в пентхаусах 1, 3 и 5. Над одной из дверей работают слесари». Хёрд представляет человека в черном как нанятого ею охранника. Айзек спрашивает, что случилось. Дрю указывает, что расскажет ему, что произошло, наедине. Господина Баруха спрашивают, каково было освещение в коридоре. Он говорит, что оно было ярким, а затем говорит, что не видел синяков, покраснений или отеков на Хёрд, и она не была накрашена. Он спрашивает, бил ли ее Депп, и она говорит, что он бросил в нее телефон. Барух свидетельствует, что он внимательно осмотрел лицо Хёрд и вообще не увидел никаких следов. Айзек Барух вспоминает, что видел Хёрд и на следующий день при хорошем освещении, а также не видел никаких следов на ее лице и что она выглядела так, будто на ней снова не было макияжа. На следующий день он снова видит ее с группой других женщин, включая ее сестру, которая тепло приветствует его. Он снова говорит, что не видел следов на лице Эмбер. Это повторяется позже, в тот же день, и на следующий день после этого. Когда Айзек узнал, что Хёрд подала на развод и появилась у здания суда Лос-Анджелеса с непонятно откуда возникшим синяком, при их следующем общении он сказал Хёрд: «Мы с тобой больше не будем разговаривать. После всего, что я видел за последнюю неделю и изменений, я сбит с толку, я расстроен и зол из-за всего, что я видел». Она ответила: «Мне жаль, что ты так себя чувствуешь». Вскоре после этого он увидел видео с камеры наблюдения, на котором Хёрд и ее сестра наносят фальшивый удар первой, и они обе смеются. Барух свидетельствует о том, почему он зол на Хёрд, о фальшивых фотографиях, которые были сделаны и размещены в таблоидах, а насчет фейкового рассказа и о том, как она пытается получить мошенническое заявление в вымогательстве и шантаже мужчины. Да, это меня расстроило, смутило, разозлило. Он начинает плакать на трибуне и говорит, что семья Деппа полностью разрушена обвинениями. Это нечестно, это неправильно, что она сделала и что случилось. Чтобы так много людей пострадало от этого, это безумие. Перекрестный допрос Баруха адвокатами Хёрд начинается с расспросов о косметике и о том, чем Хёрд пользуется ежедневно. Ему бросает вызов, что он не знает факта, что Хёрд пользовалась консилером, тональным кремом, пудрой, оттенком или другим макияжем. Адвокат Хёрд говорит, что ее клиент направлялся на вечеринку на следующий день после предполагаемого инцидента, когда там присутствовали слесари, а это означает, что маловероятно, что она была без макияжа. Бредди Хофт спросила о ссоре по телефону между Хёрд и Деппом, свидетелем которого стал Барух. Он говорит, что, по его мнению, Депп думал, что в комнате с Хёрд кто-то есть, и они спорили об этом. Барух подтверждает, что до сих пор живет в доме, принадлежащем Деппу. Отвечая на вопрос о кадрах с камер наблюдения, на которых Уитни Хёрд фальшиво бьет свою сестру возле лифта в здании, Барух описывает это так: просто прикидывается, добавляя, что то, что он видел, длилось от 10 до 15 секунд. Затем он встает и демонстрирует то, что он видел. Адвокат Хёрд Элейн Бредди Хофт продолжает расспрашивать Баруха о его
знаниях о макияже, прическах и одежде ее клиентки. В какой-то момент он начинает смеяться над повторяющимися вопросами, но судья Скараты просит его продолжить. Во время этой линии допроса он утверждает, что считает, что она не пользуется косметикой и обычно совершенно естественно. Еще Барух сказал, что отлично помнит огромные зубы Эмбер. Баруха спрашивают об Илоне Маске. Он свидетельствует, что несколько раз видел Маска в районе пентхауса, когда Хёрд встречалась с миллиардером после того, как она рассталась с Деппом. На вопрос, видел ли он когда-нибудь, чтобы Депп проявлял насилие по отношению к Хёрд, он ответил, что никогда. На вопрос о его дружбе с Деппом и о том, что он для него сделал, он отвечает: «Это нереально. Ты слишком много думаешь об этом. Ты будешь плакать. Я ценю все, что он сделал для меня. Это как вещи, которые нельзя вернуть». Последним свидетелем дня был Брэндон Петерсон, управляющий пентхаусами и квартирами в здании Eastern Columbia Building в Лос-Анджелесе, где Джонни Депп когда-то владел 5 пентхаусами, один из которых был превращен в студию для мистера Баруха. Господина Петерсона попросили проверить десятки видеозаписей с камер видеонаблюдения за 2016 год, показывающих приезды и отъезды Джонни Деппа, Эмбер Хёрд и различных партнеров. Главным в показаниях Петерсона был широко обсуждаемый фальшивый удар, который Уитни якобы нанесла своей сестре Эмбер в здании Восточной Колумбии в 2016. Об этом говорили и господин Петерсон, и господин Барух. Они наблюдали его по системе видеонаблюдения вскоре после того, как это произошло. В записи, предоставленной суду, он подтверждает, что записи с камер наблюдения в здании подлинные. Рассматривались записи, сделанные с 21 мая 2016, когда к Хёрд приезжали полицейские, а также показали записи, на которых Хёрд в лифте несколько дней спустя вместе с друзьями. Свидетель опознал на записи всех, кто проживал в пентхаусе Джонни. На этих кадрах видеонаблюдения мы видим, как полиция прибывает в здание Восточной Колумбии 21 мая 2016 в ответ на звонок службы экстренной помощи. Хёрд отказалась тогда давать заявление в полицию. Эти офицеры дадут показания по словам адвокатов Джонни Деппа. Полиция LA – это свидетель Деппа. Они собираются представить доказательства того, что история Хёрд преувеличена, когда речь идет о повреждении квартиры и ее травмах. Завтра выходит еще одно видео о сегодняшнем дне в суде Вирджинии. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить его. Знаю, что многие смотрят мои видео без подписки, поэтому прошу вас подписаться и помочь мне достичь цели в 50 тысяч подписчиков. Не забывайте про хэштег Justice for Johnny Depp Virginia 2022. С вами, как всегда, был Владимир и файлы Джонни Деппа. Johnny Depp's Files. Прикоснись к легенде. Берегите себя, мирного вам неба и пока-пока.